Вы наверняка слышали о городе, который вырос прямо посреди пустыни. Оазис небоскребов, богатства и новейших технологий. Это город мечты, приключений и контрастов. Добро пожаловать в Дубай, город будущего и восточного колорита. За 3 дня здесь можно посмотреть все главные достопримечательности, и сегодня мы вам их покажем. Давайте погрузимся в роскошь и необыкновенные пейзажи Дубая, чтобы ощутить настоящий дух Арабских Эмиратов. В Дубае множество уникальных районов, каждый из которых предлагает разные впечатления. Мы для себя выделяем 7 из них. И первым делом отправляемся в Дубай-Марину, район современных небоскребов и прогулочных набережных с живописными видами на яхты и закаты. Передвигаться мы решили в Дубае на метро, потому что это самый бюджетный способ и быстрый передвижения. Также есть такси, и для того, чтобы поехать на метро, можно купить как одноразовые поездки, так и карточку на многоразовые поездки. Такая карточка стоит 6 дирхам, но вы платите 25, потому что на нее кладутся еще и деньги, которые вы тратите потом в поездках. Затем просто прикладываете карточку и проходите. И обратите внимание, что если вас 2 человека, вам нужно 2 карточки. Вагоны в метро очень комфортные, везде кондиционеры, прохладно. Есть отдельные вагоны только для женщин, вон там, а мы в общем вагоне, где мужчины и женщины. Едем в место, где находится пляж. Хотим покупаться. Доехали очень быстро и получается выгодно, ребята. Многоразовая карточка, по ней проезд получается 5 дирхам. А если вы берете одноразовую карточку, 8 дирхам. И, соответственно, если вы находитесь долго в Дубае, недельку, то, конечно, это гораздо выгоднее. Путь к пляжу лежит через Дубай-Марину. Какая шикарная солнечная погода. Здесь такая набережная. Можно гулять и наслаждаться небоскребами. Красотища. Дубай-Марина – это один из самых престижных и современных районов Дубая, который сочетает в себе потрясающую архитектуру, живописные виды и невероятную атмосферу. Этот район окружен небоскребами, которые отражаются в лазурной воде канала, а вдоль набережной раскинулись стильные кафе, рестораны и магазины. Здесь можно арендовать яхту и насладиться уникальными видами района с воды, добавив в путешествие нотку роскоши. А можно просто прогуляться и понаблюдать за ними с берега. На наш взгляд, Дубай-Марина – обязательное место для посещения в Дубае. Сквозь гигантские небоскребы Дубай-Марины и крутые проезжающие мимо тачки, навороченные разных богатеев, мы с вами подходим к набережной пляжа GBR. Здесь свой отдельный мир, огромное количество ресторанов, магазины, отели на любой вкус. И все это в пешей доступности буквально прямо перед пляжем. И вот он, красавчик, пляж GBR. Ребята, у нас почти перед глазами. И все это с видом на гигантское колесо обозрения. Перед пляжем такая набережная, в плиточке все выложено. Много разных заведений, где можно классно провести время. Но единственное, что днем, как вы видите, все пустует, потому что жарко, 30 плюс градусов, и, естественно, все загорают и купаются. Как приятно гулять, согласись? Ни сориночки, ни грязиночки. Дубай – это то место, где все, знаете, так вылизано настолько, что аж неприятно. Ну, это еще знаешь почему? Потому что постоянно солнце, дождей нет, слякоти нет, грязи нет, пыльку сдул и кайфуешь. Здесь шикарные раздевалки, там и душ, и переодевалочка. Разделся и добро пожаловать на пляж. С комфортом все сделано. Если вы хотя бы раз были в Анапе, то, ребята, это примерно то же самое, только в Дубае. Очень много людей. Но что мы хотели? Сезон.
Зато вода как парное молоко. Заходишь, даже не чувствуешь, как будто бы воздух опускаешься. Чистый кайф. Это называется теплая вода. Вот это теплая вода. Вот это для меня теплая вода. Пупсику нравится. Ну и несомненный плюс Дубая в том, что ты купаешься, у тебя есть море, и сразу же рядом небоскребы, кафе, рестораны, торговые центры. шопинги. Что хочешь. Для тех, кто любит шумные города и море рядом. Как выяснилось, туалет и переодевалки бесплатные, а вот душ с горячей водой платный. А оплачивается все прямо здесь, рядышком с пляжем. И как видите, например, вот по цене 2 лежака, 2 полотенца и 2 душа стоят 235 дирхам в сутки. А дорого это или нет, решать только вам. Если уйти влево от пляжа по специальной деревянной дорожке, то можно выйти на мост. Этот мост ведет в райончик Blue Waters, на котором находится то самое знаменитое колесо обозрения, которое сейчас не работает. Но там очень классно прогуляться вечером, потому что там есть ресторанчики, магазины также. И вообще такой тихий, классный район для прогулок. С этого моста идеально видны масштабы пляжа GBR. Вот такой вот он длинный, белоснежный, на фоне небоскребов. И здесь еще огромное количество водных видов развлечений. Для того, чтобы полностью погрузиться в атмосферу Дубай-Марины, нужно как птица пролететь над небоскребами с огромной скоростью на одном из самых длинных и крутых городских зиплайнов в мире. Мало только. Здрасте. А вечером Дубай-Марина не менее прекрасна. Огромное количество людей гуляет по набережной. Но мы сюда вернулись для того, чтобы отправиться в круиз, в который включен ужин и напитки. И сегодня мы поедем в круиз на катамаране. В прошлый раз мы ездили в круиз на лодке Доу. Также есть еще яхты, мега-яхты, супер-яхты. В общем, выбирайте то, что вы хотите. У нас будет круиз по Марине. Это потрясающе и то, что обязательно нужно сделать в Дубае. Добро пожаловать на катамаран. Получается, верхняя палуба. Здесь находится бар. И что самое главное, безлимитное количество алкоголя, любые напитки, коктейли. Здесь, получается, если мы будем уже двигаться, это все линия шведского стола. Естественно, все включено. Ешь сколько хочешь. И далее, пожалуйста, все распределяются по своим столикам. У нас столик забронирован заранее. Ну, вот там вот за 5-м столиком. Разносят напитки, кока-кола, фанта, спрайт, вода. Очень удобная система, вызывают по столикам, чтобы не было столпотворений и под звуки саксофониста. Мы стоим в очереди и сейчас будем набирать еду. На отдельной станции готовят пасту, я себе с удовольствием взяла. С грибами, с сыром, очень вкусно. Еще у меня вот такая замечательная тарелка, салат, рыба, без риса. Очень тоже все вкусное. И мы стоим прямо напротив колеса обозрения. А про винишко-то совсем ничего не сказала. Посмотрите. Опа. Саксофонист, конечно, делает вечер. Вкусно так покушали. И просто сидишь, наслаждаешься. Виды города, темнота, веселье, люди улыбаются все. Кайф.
Мы прибыли на берег, а теперь, ребята, внимательно слушайте главный лайфхак по Дубаю. Это компания Туристина, где мы бронируем абсолютно все экскурсии, потому что они здесь гораздо дешевле, чем если вы бронируете напрямую. И весь персонал, все сотрудники находятся в Дубае, сама компания дубайская. И самое главное, оплачивать можно любыми способами, никуда ехать не надо. Заселились в отель, написали ребятам, сказали, куда хотите поехать, выбрали экскурсию, оплатили, за вами приехали и здравствуйте, добро пожаловать в Дубай. Первое утро в Дубае мы решили встретить по-настоящему романтично. Огромный воздушный шар наполняется горячим воздухом. Мы залезаем в корзину и с легким рывком отрываемся от земли. И перед нами раскрывается бескрайняя пустыня, озаренная первым солнечным светом, только что поднявшимся над горизонтом. Это мгновение – настоящее волшебство. Именно в этот момент понимаешь, как выглядит действительно доброе утро. После приземления сказка продолжается. На специальных ретро-автомобилях нас везут через пустыню к уютному лагерю бедуинов, где нас ждет завтрак под открытым небом. Этих блюда роскошные, реально как в пятизвездочном отеле, ресторане. Тут недавно спрашивали меня зрители наши, есть ли где-нибудь красная рыба на столе. Мы нашли ее. В пустыне? Да. Здесь еще есть вот такая птица, это ястреб. И у него закрыты глаза. Кто знает почему, пишите в комментариях. Но вообще он меня не видит, но он чувствует, что я здесь. Видите? Вообще отпадная. Я в диком восторге. Очень круто. Тебе и воздушный шар, деревня бедуинов, все это в окружении пустыни. Из пустыни перемещаемся в следующий район Дубая – Даунтаун. Сердце города, где мы сняли апартаменты в этот приезд. А живем мы в Дубае, в районе Дубай-Мола и Бурдж-Халифы. Центральный район, очень удобно добираться до метро. Все рядом расположено, есть магазины. В самом комплексе у нас шикарнейший вид и есть бассейн. Сами апартаменты находятся на 28 этаже с шикарным видом. И в апартаментах есть все. И кухня, и отдельная комната, и все необходимое, чтобы комфортно жить в Дубае. Как у себя дома, в квартире. И на самом деле получается как в отеле высотном. Вот наш дом справа, там высоко мы живем. Спускаемся вниз. Здесь зеленая ухоженная территория. И вот тут находится бассейн. Занимая шезлонги. Сейчас такое прям, ну, знаете, раннее утро. И солнышко еще не вышло на нашу сторону. На самом деле комфортно, потому что не сгоришь. Лежишь здесь, просто отдыхаешь и наслаждаешься видом на Бурдж-Халифу и небоскребы. Это на самом деле идеальное место для инстаграмщиц, потому что смотрите, такой кайфовый вид. Лизон заходит туда, ближе к горизонту, и такие высоченные здания улетают в небо. Вот это кайфуши. Лизон, ну что, как тебе в Дубае? Нравится? Такой вид крутой, да? Такая, смотрите, дубайская чикуля, отдыхает. Живем с видом на Дубай-Молл, Бурдж-Халифу. Можно сказать, что мы живем дверь в дверь с Дубай-Моллом. Потому что вот, пожалуйста, Дубай-Молл, заходишь, это, знаете, как дверь в Нарнию. И все, ты уже в огромном торговом центре. Если вы вдруг не в курсе, то Дубай-Молл – это один из крупнейших торговых центров мира и настоящий символ роскоши Дубая. Расположен он у подножия Бурдж-Халифы и охватывает более 1,2 миллионов квадратных метров и предлагает не только бесчисленные магазины с брендами и техникой, но и уникальные развлечения. Здесь находится гигантский аквариум, на который можно смотреть совершенно бесплатно. А можно пройти внутрь и более подробно ознакомиться с водными обитателями, собранными со всего мирового океана. В Дубай-Молле всегда прохладно и комфортно, а еще есть
большой каток. Это идеальное совмещение шопинга, подводного мира и немножко спорта. Что точно не стоит покупать в Дубай-моле, так это духи и туалетную воду. Зачем тащить то, что и так можно купить дома? Перед поездкой заказала несколько новых ароматов в мини-флаконах в магазине De Paris. У них всегда можно купить роскошный, хорошо известный парфюм по приятным ценам. Плюс с 23 ноября по 30 проходит акция «Черная пятница». Все заказы удваиваются. Покупаете 2 флакона, получаете 4 и так далее. А самые дальновидные уже закупаются подарками к Новому году. Ссылочка на магазин в описании. Отдельного внимания заслуживает фудкорт Дубай-мола. Это гастрономический рай, где можно попробовать кухню со всего мира. Здесь представлены десятки заведений от фастфуда до ресторанов с полноценным меню, что позволяет каждому найти блюдо по своему вкусу и бюджету. Среди популярных точек рестораны азиатской, итальянской, арабской, американской, индийской кухни, а также множество кафе с десертами и напитками. Выбор просто невероятный, столько разных заведений, очень много фастфуда, но мы выбрали Макдак. Сегодня захотелось прям Макдак, а вот холодная кола, красота. 2 бургера Signature, за все это получилось $20. Притом, если бы пойти есть в другие фастфуды или ресторанчики, которые здесь есть, получится, ну, наверное, от $50. Макдак самая дешевая, как всегда. Вот так вот, друзья, открываем. Оп. Вот. Signature бургер. Это у нас тут грибы и говядина. Очень вкусно. Иногда хочется, знаете, такого вредного прям съесть, чтобы холестерин был, бляшки холестериновые, и запить все это колой. Вы знаете, что я обожаю кофе Starbucks, но гораздо круче арабика, ребята. Здесь целых 2 заведения в Дубай-моле. Посмотрите, какая подача. Взял себе капучино. И так красиво здесь все сделано, так пахнет кофе. Да, это прям ядерный вкус такой, бодрый. После 6 вечера Дубай-молл заполняется максимально людьми. Это что вообще за кипиш? И мы с вами прямо сейчас отправляемся смотреть на шоу фонтанов. Только посмотрите на эскалатор. Это как какая-то колбаса спускается вниз, знаешь, такая, конвейер. И вот таким вот образом мы с Елизаветой проходим сквозь эту толпу. Среди такой выходим на толпы улицу. себе еще надо найти место, откуда можно посмотреть хотя бы немножечко, кусочек фонтанчика увидеть. Найти это место очень сложно, потому что все уже занято. Ну, собственно, смотрите, вот она. Красивая Бурдж-Халифа стоит. А шоу проходит с 7 вечера до 23 каждые полчаса. А если хотите увидеть Дубай с высоты, стоит подняться на смотровую площадку Бурдж-Халифы. Со 148 этажа этого гигантского небоскреба открывается потрясающий вид на город и его окрестности. Особенно захватывающе наблюдать за фонтаном, который расцветает огнями и танцует под музыку. Сверху весь этот спектакль смотрится еще более грандиозно и величественно. Фонтаны, они такие красивые. Стоит обязательно сюда приехать и посмотреть хотя бы раз. С высоты Бурдж-Халифы можно увидеть не только бескрайние просторы города, но и изысканный силуэт отеля Бурдж-Аль-Араб, который, словно парус, развивается на горизонте. Здесь же, в акватории, можно покататься на необычных лодках. Наша первая задача – выйти из бухты на маленькой скорости. Такое сложное движение, ребята, справа яхта, гидроциклы. Но лодка максимально безопасная, потому что это действительно гибрид, то есть гидроскутер, и в окружении все вот эти вот такие вот мягкие штуки надувные. И чтобы здесь перевернуться, нужно очень сильно постараться.
Итак, мы плавно переместились в район Джумейра, район пляжей, роскошных вилл и отелей, включая легендарный Бурдж-Аль-Араб. Сюда можно приехать и посмотреть на отель «Парус» вблизи, а также посетить традиционный восточный базар Мадинат Джумейра. Сам рынок бесконечный, вот с такими высокими потолками. Сделано такое все под старину. Вот такой старинный рынок. Ну, очень приятно здесь гулять. Здесь кондиционеры работают. Вообще классно. А вообще, территория возле паруса – это идеальное место для красивых фотосессий в традиционных нарядах. Ну и следующий образ – это уже Лиза в кафтане. Посмотрите, какая роскошь. Ну, вообще, очень круто. Ну и получается, на всей этой территории, где находится этот рынок, также имеется очень много отелей. Насколько я понял, здесь их 3 штуки, может быть больше, я точно не знаю. Но территория шикарная, я даже боюсь представить, сколько здесь стоит ночь одна вот в одном из этих отелей. Следующий на очереди у нас район Дейра. Это самый старейший и самый оживленный район в Дубае и отличается сочетанием традиций и современной архитектуры. Начинаем мы с квартала Аль-Сиф. Это специально выстроенный под старину квартал, который идет вдоль набережной, и он создает ощущение, что вы оказались в далеком прошлом. Хотя все это новая постройка, которая была вдохновлена культурой Эмиратов. И здесь, помимо того, что можно просто погулять, можно прикупить немножко сувениров, насладиться приятными напитками в кафе и, конечно же, посмотреть на проплывающие вдоль кораблики по реке. Настолько хорошо передали атмосферу древности, что даже вот такие вот башенки построили. И видите, верхушка. Верхушка – это как кондиционер. Она собирает воздух, ветер туда дует, и все опускается вниз по бетону и охлаждает помещение. Вот так вот такие кондиционеры были в древности. Внутри магазина все сверкает и блестит. Заходишь, тебе сразу набрасывают платок на голову и делают из тебя царицу. Естественно, все это нацелено на продажу. Понимаешь, ты готова купить? Блестящий платок, красивый. Но они не дают мимо пройти. То есть ты идешь, такие сзади посмотришь просто так, а дальше все, тебя окучивают. И, конечно же, их цель, чтобы ты что-то здесь прикупил. Ну что, Хабиби? Хабиби. Берешь? Welcome to Dubai. Лизончик, ну что, сторговалась на сколько, говорит? 185 дирхам. Кашмир настоящий, в курсе? Кашмир из Индии, говорит. Смотрите, сколько цветов. Очень красиво, переливается вот так вообще. Очень красиво. Красота, мягкий. ой, красота. Красиво. Да. Так, сейчас будем пытаться обмануть этого турецкого мороженщика. Так, видите, как не получилось. Ice cream? Yes, welcome. Опа! Ice cream, thank you. Sorry. Thank you. Bye. О, уже удача. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Okay, come in. 1, 2, 3, 4. Okay, thank you. Bye. Sorry. This is for your chocolate, huh? Yes, chocolate. Okay. Thank you. Oh my god. Thank you. Welcome. Bye. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Woo! Come, sir. Test. Try. Test. Come. Video here. Okay. Bye. Okay. Thank you. Woo! Oh my god. Okay. Белая футболка. Okay, sir. Test. Try. This is vanilla. Very good. Test. No. Здесь не ванила, смотри, это бумага. Oh my god. This is fake. Sorry. Okay. Maybe finish? Yes? Yes. О, thank you. О, Можно поесть. вау, браво. Thank you. Good. Очень много кафе и ресторанов, но самое крутое и стилизованное – это здание Старбакса.
Смотрите, как смотрится эффектно. По сути, из такой своеобразной исторической части, искусственной, сделали огромный рынок с невероятным выбором сувенирной продукции и кашмира, и всяких духов. Видите, как так идешь, все зазывают, пытаются все продать. Very good, thank you. Пупсик попалась на крючок. Лемон? У нее спрашивают, что это, она отвечает. Dry lemon. Возможно, ей понравится вкус, и она что-то купит. Это каштан? Это каштания. А зачем каштаны нужны, Лизон? Это inside white seed, make a powder, put the milk and the drink. Короче, вы все поняли. Это что? Шафран. Это no saffron. Это sunflower. Это good for rice color change. Это солнечный Biryani. цветок, ты поняла? Для того, Sunflower. чтобы менять цвет риса. Это saffron inside. Это Mariam flower. Мариан Флауэр. You know Mariam flower? No. Это good for lady pregnant problem. Окей. Inside baby. Drink? This put water, hot water, 5 minutes boiling and drink. And the baby is happy. Сейчас чувствую, эти люди активируются в комментариях у нас. Это А это что такое? Черная соль какая-то, да? No. Это salt incense, frankincense. Что это, ребята? Уголь? Пишите. Активированный уголь. Да, Уголь наверное. активированный. Wood. Уголь. Yeah. А, уголь. You know this one? Маракуйя? Это компрата. Компрата? Yeah. Это good for the stomach, the gas problem. Это eating for the rice. Это компрата. Chichi papa. What's this? You don't know chichi papa? No. Come I show chichi papa. Сейчас тебе покажу Новые чичи-папу. приколы. Так, мы пришли за чичи-папой. И что это такое? Ну-ка. Какие-то кристаллы очень мятные. Cristallo. No кристалло. No cristallo, no menta. Это chichi papa. О! Он в воду положил, да? Да. И дикая мята, да? Ну-ка. О, вообще капец. Это chichi papa. Как будто целый блок съел мятной жвачки. Хороший nose block, хороший heading, sinuses. Ну и дальше пошел чай вот такой. Это good for the weight loss. Ароматы, разные чтобы виды потерять чая вес. пытаются нам продать, но очень вкусно пахнут они. Масала, чай. молодец. Good for Масала. Масала чай. stomach, the gas Пахнет problem. Индией. О, да, да. Ну-ка. О, Индия пошла. Купили мы все-таки чай. Да. Сколько вышло у нас? Парень из Афганистана, купили чай, поблагодарить его за прекрасную съемку. Вот такая вот баночка чая, получилось 50 дирхам. Чай очень понравился, вкусно пахнет, будем пить дома. А также здесь сувениры продаются прям вот так вот на улице. Их расставляют, разные статуи. Был бы у меня, конечно, какой-нибудь контейнер, знаете, и дом огромный, я бы с собой все это увез и красиво украсил. Огород. Также район Дейра знаменит своими лодочками традиционными арабскими. Они называются Абра. И курсируют они по каналу Дубай-Крик. Соединяют два райончика вместе. Сейчас мы на ней прокатимся. Чтобы прокатиться на этой лодочке, мы пользуемся карточками нашими No. Также здесь расположен транспортный терминал, вы можете билеты купить в кассе. Так что вот такие вот карточки, которые можно приобрести в метро, очень удобная тема, и везде ими можно расплачиваться. Имеется в виду, транспортная система работает по этим карточкам. Получается, это как мини-круиз. Наш капитан везет нас с ветерком. Параллельно наслаждаемся видами Дубай-Крик. И здесь Лизончика обдувает ветерочком. Нужно еще успеть насладиться, потому что поездка длится примерно 1 минуту. На другой стороне канала Дубай-Крик, куда мы только что причалили, расположены старинные рынки, которые предлагают аутентичные товары. Самые известные рынки – это Золотой рынок, место, где можно увидеть роскошные золотые украшения, и рынок специй, где представлено огромное разнообразие восточных специй, сухофруктов и текстиля. No, thank you. No. Можно здесь надушиться еще. Не хочешь специи покупать, можешь подушиться. Ладно, давайте подушимся. Окей. Так. О, очень вкусно. Огромное количество специй. Я уже знаю все, поэтому мне легко с ними общаться. Я знаю, где сульфаты, чем красят джинсы, что добавить в чай и чем подышать. Здесь такие шейхи идут. Давай за ними.
Оп, аккуратненько. Мне кажется, шейхов трогать не будут, и мы за ними пристроимся, и все. Что там тебе опять пытаются впарить? Мне дали какую-то штучку вкусненькую в баночке. Она пахнет. Ага. В машину кладешь, и она будет пахнуть. Желательно еще поджечь перед этим. Рынок крутой. Единственное, что меня немножко прям раздражает, то есть вот они стоят, у них магазинчики через 3 метра, и они все тебя зазывают. Потом выходишь на улицу, голова немножко пульсирует. Если вас утомила городская суета, то самое время отправиться в пустыню на багги. Скорость, казалось, всего 60 километров в час, но по пустыне кажется, что несешься в подсотку реально. На баги на самом деле не так страшно, даже как на машине, потому что, во-первых, шлем, во-вторых, ты пристегнут. И есть такие специальные рамы. Если мы перевернемся, то как бы, ничего страшного не будет особо. Это одна из самых крутых и экстремальных экскурсий, где вы мчитесь по барханам с огромной скоростью, ощущая адреналин на каждом повороте. Песок летит в лицо, а вокруг раскинулась бескрайняя пустыня. Что ты делаешь? Снова сам застрял. Короче, нужно держать дистанцию, ребята, потому что когда он был на вершине горки, я немножко затормозил. И мы тупо сели дном вот так вот, смотрите, просто дном сели. После захватывающего приключения в пустыне, когда адреналин еще не угас, самое время подняться в небо на вертолете и увидеть Дубай с высоты. Как только мы поднялись в воздух, город открылся перед нами в полной красе. Гигантские небоскребы, бескрайние пляжи и сверкающие виды Персидского залива. Все топовые достопримечательности города как на ладони. Мы парим над Дубаем, ощущая его динамику и масштаб. И видим, как все это величие гармонично смотрится сверху. Кстати, остров в виде пальмы – это пальма Джумейра, искусственный остров, на котором расположены роскошные курорты, рестораны и знаменитый отель «Атлантис». Именно здесь находится огромный аквапарк, настоящий рай для любителей водных аттракционов. Здесь наверху раз горка, два горка. Это просто вертикальный вот спуск вниз с огромной скоростью. Пупсика такая сумочка новая, такая пляжная, да? Прям уля-ля. Сочетаешься. Короче, смотрите, мы с вами вышли на пляж, который принадлежит территории и отеля, и аквапарка. То есть, если вы устали от горок, вот сюда вот выходите, просто вдоль всей береговой линии огромное количество шезлонгов. Мы взвесились на следующей горке. Давай, Лизон. Здесь, смотрите, два места. Раз место, два места. Поехали. Пупсон, ну чё, как? Тебе понравилось он? Вообще. Охрененно? Время прокатиться по ленивой реке. Для этого нам выдают вот такие вот жилеты. Да. Мягенькие и не тонут. Такой у нас первый раз. Обычно по ленивой реке ты плаваешь в надувных кругах, да? А здесь все в жилетах вот так вот плавают. Прикольно. То есть ложишься на спину или на живот, и тебя просто уносит течением. Все, и понеслась, да? Нормально. Какая такая скорость? Вот это придумано. Классно. Вау, А так даже круче, потому что когда в круге, ты наверху лежишь и сгораешь. Да, и ты все равно выпрыгиваешь. Ой, слушай, классно так. Я просто сижу на воде, плыву с пацаном. Я могу сказать, это действительно один из лучших аквапарков, который мы когда-либо посещали. А новые технологии вообще, вот эта новая башня. А что я заметил в плане удобств, это то, что пол не скользкий.
И ватрушки, и все штуки, на которых ты скатываешься с горок, не нужно самому поднимать. Во всех башнях сделаны специальные лифты, и все это автоматически поднимается наверх, тебе нужно лишь самому ножками забраться туда, и там тебя ждет ватрушка. Вечером мы хотим вам показать потрясающую смотровую. Находится вон там, высота 240 метров. Проходим сквозь потрясающий зал с рыбками. Искусственный. Далее заходим в такую светящуюся комнату. Нас всех выставляют аккуратненько по линии. Оп, это представление, видимо, да, мы на планете Земля находимся, смотрите, как красиво. Вау. Сейчас покажу, как Дубай был создавался. То здесь на полу будут показывать, как создавался Дубай. Да, прямо на полу. Это технология. Не Дубай, а именно пальма. А, как пальма создавалась, да, вот она рисуется. Она же искусственная. Очень классное представление, которое погружает тебя в то, что здесь все очень круто сделано. Очень дорого и богато. Это было мощно. Идем дальше. То есть это не просто подъем на башню и наслаждение видами, еще и параллельно шоу показывают. Ну а теперь залетаем в лифт, который нас уже доставит, видимо, на самый верх. Очень красиво все сделано. Эффект вау есть. Ты уже заложила? Немножко. 51 этаж. Так, ну давай сразу сходу, вот первый кадр. Подходи туда, покажем, какой эффект получается. То есть вы выходите, Прямо здесь из специальные лифта. ограждения и наслаждаетесь видом на пальму. Вот они, ветки пальмы здесь уже виднеются. Потрясающий вид на пальму и в самом конце, как такой веночек. The Atlantis. Причем, The смотри, Palm. Атлантис-то старый, в котором мы с тобой были, а вон там справа, посмотрите, вот там справа, построили уже новый Атлантис, самый дорогой, богатый. Ну и вот так все это смотрится сверху. Фантастическая роскошь на искусственной пальме. В некоторых местах стоят такие прозрачные ступеньки. Мама мия. Ого. И здесь стекло наклонено, как будто ты вообще без него смотришь вниз. Страшненько. О да, обожаю высоту, ребята. Самые крутые эмоции. Да, вот это круто. На высоте. На Дубай посмотреть. Ну и как вы уже догадались, сюда лучше подниматься на закате, потому что не жарко и отличная солнечная подсветка всех зданий и моря. В наш билет также включена дополнительная площадка на 54-м этаже. И это самая высокая точка этого здания. Получается, вы стоите без защитных стекол. Стекло только по пояс. И это то место, куда обязательно нужно попасть. Напоминаем, что билет мы также взяли через Туристино. В чем преимущество брать через них? Билет дешевле стоит, чем в кассе. И есть два варианта. То есть первое – это стандартные билеты. Их можно взять с открытой даты и прийти сюда в любое время, кроме прайм-тайма. Мы сейчас находимся в прайм-тайме. Это закатное время. Можно прийти только в определенное время, на определенную дату забронировать. Эти билеты стоят чуть дороже. Все актуальные цены вы можете посмотреть прямо на сайте. А ссылочка будет в описании. Последний район в Дубае, который мы хотим отметить, это Аль-Барша. Район с магазинами и ресторанами. Рядом находится знаменитый молл Эмиратов с горнолыжным курортом. Отсюда можно уехать в красивейший парк цветов.
зайти в сад, мне уже продали вот такой веночек. Стоит 25 дирхам. Мне кажется, очень классно, ради фотки прям не жалко. Это, знаете, как в Диснейленд приходишь и ушки покупаешь. Вот это то же самое. Но вот это место определенно пока что самое крутое. Весь в цветах такой, турбины крутятся, мне нравится. Когда смотришь на эти фигуры в интернете, вообще не то, ребята, просто гигантские Микки Маусы, Мини Маусы, Скрудж Макдаки, так красиво, вообще все в цветах. Я в шоке. Это в пустыне сейчас мы находимся. В пустыне, понимаете? Очень красиво. Цветочки, конечно, очень интересны, а обед никто не отменял. В общем, прямо напротив самолета, здесь такие вот кафешки имеются, вон туда вот они все уходят. И мы взяли себе блинчики с сыром внутри и с курицей. Вот так все нарезали. Такая одна порция 40 дирхам стоит. Как тебе там вкусно? Ну, неплохо. Рядом с парком цветов находится парк с бабочками. Мы не удержались, естественно, надо и сюда сходить. Цена такая же, представляете? Тоже 55 дирхам с человека. Насчет того, что мы не удержались, я сомневаюсь, потому что не удержалась она. Если парк цветов у нас был полностью под открытым небом, то здесь такие павильончики вот с бабочками. Заходим в первый. Первый зал, в который мы попали, это такая галерея, где висят картины, сделанные из бабочек или из крыльев бабочек. Очень необычно. Пойдемте, я вам покажу одну картину. Вот она здесь. Она сделана из крыльев. И здесь написано, что использовано 3600 крылышек. Здесь, получается, 4 зоны разные. И такая, знаете, климатическая зона для бабочек сделана. Здесь особая температура, чуть теплее, чем на улице, кстати говоря. И больше влажности. Куча бабочек. Просто невероятно. Друзья, вот я, вот бабочка. Понимаете, насколько близко их можно посмотреть? Нельзя в Дубае пройти мимо тематических парков развлечений, которых здесь огромное количество. Большинство находится в Абу-Даби, это примерно 1,5 часа езды от центра Дубая. И сегодня мы приехали в крупнейший в мире морской крытый тематический парк Sea World. Первым делом на входе нужно посмотреть расписание шоу, которое здесь проводится ежедневно, но в разное время, и взять карту тематического парка. Она просто огромная. Парк разделен на 8 зон, и в каждой зоне есть как морские обитатели, так еще и развлечения. И мы сейчас заходим через такую красивую стеклянную арку в зону One Ocean. Здесь уже вижу манаси, черепахи, скаты. Обалденно. У них сейчас обед. Все эти зоны оформлены каким-то невероятным волшебством. Вот так вот идет экран на 360 градусов. Вот это современные технологии. Вот это я понимаю, океанариум. Вот к чему нужно стремиться всем океанариумам. Приветствую вас в детской зоне, потому что здесь больше таких детских аттракционов, разные горки. И все это выполнено в каких-то космических цветах. Так это красиво смотрится. Обалдеть! И получается, мы с вами выходим из этой зоны и идем в следующую. Endless Ocean. Бескрайний, бесконечный океан. И всегда мы выходим именно вот сюда, в это кольцо, где этот гигантский монитор. И по кругу расположены все зоны, в которые мы входим. Лучше делать все по нарастанию. То есть мы оставили Антарктику, где пингвины, на самую последнюю часть. Какой эффектный заход. Как будто бы ворота в будущее. И позади остается тот самый круг с большим океаном, большим монитором. Мы к вам вернемся еще. Современный дизайн и огромное количество аквариумов, которыми мы сейчас с вами будем наслаждаться. И рыбки, акулы.
Это напоминает какие-то фильмы про космос. Мы на орбите, на какой-то станции космической. На водной станции. Водная космическая станция. Посмотрите, как это здорово сделано. И там гигантский аквариум с рыбками. Очень много сделано комнат, фотозон, в каждой комнате огромный аквариум с такими толстенными стеклами. Разнообразие рыб, акул, скаты, манты. О, вот прям вот акулка. Вот это обалдеть. Очень реально еще везде музыка играет. Это все так круто сделано. Следующая зона тропическая. Заходим. Получается, что здесь огромное пространство, где такие тропические ресторанчики с видом на фламинго и невероятный водоем, где, собственно, проходит шоу дельфинов. Взяли попкорн и будем смотреть шоу дельфинов. В тропической зоне есть еще отдельная зона с птичками. Слушай, ну прическа прям как у тебя. Да, реально. Знаешь, у них, походу, один барбершоп на всех. Настолько красивые и необычные птички. Впервые таких вижу. Как будто бы их с других планет завезли. Перед тем, как отправиться в следующую точку, в следующую зону, мы смотрим шоу прямо в этом круге. Оно называется One Ocean. То есть вот это все место, единый океан. Очень красиво, то есть мультимедиа, огромный экран, задействован вместе с планетой, со звуком и со светом. Очень красиво. Мы опустились, такое ощущение, что куда-то на глубину Марианской впадины. Очень темно стало. Это самые маленькие подводные существа. Вот она, опасная рыбина. С Это. фонариком. Ага, плавает, блин. Нагоняет жути. Опа, что такое, батискаф опустился. Этот круг затягивает, надо уходить, ребята, в следующую зону. Идем в Роки Пойнт. И здесь морские котики плавают. Ой, как много-то их, смотрите. Обалдеть. А какая красивая зона у котиков. Маяк стоит прямо. Они такие плавают, резвятся. Здесь вода. Кстати, хочу обратить внимание на воду. В каждом месте она такая чистая, такая красивая, прозрачная. Самое время рассказать, как взять билеты в этот парк по максимальной скидке. Во-первых, бронируем на Туристино. У них цена уже ниже, чем если бы вы платили на входе. Далее, у них в Нельзяграме можно получить для подписчиков скидку еще 5%, то есть плюсуем еще минус 5%. И дополнительно дается обед. Куда мы, собственно, сейчас и направляемся. Мы выбрали одну из 3 кафешек, находящихся здесь. Обед входит. Пойдемте есть. А обед наш будет проходить в мексиканском Синоте. Синот Гриль. Ресторанчик называется. И здесь стоит такое вот красивенное, высоченное дерево, выросшее прямо из синота.
На обед мы выбрали бургеры с картошечкой, пепси, мороженое. И еще здесь есть соус для каждого. А теперь представьте, вы заходите сюда в SeaWorld, переплачиваете за вход и еще отдаете за вот подобный обед 90 дирхам. Ну, ребята, пользуйтесь обязательно лайфхаками, чтобы сэкономить. Все ссылочки в описании. А сидим мы прямо в пещере, и здесь дельфин гоняет рыбок. Так приятнее гораздо наслаждаться едой. Самое вкусное мы оставили на потом. Полярный океан, Арктика и Антарктика. Там должно быть холодно. А вот и первый обитатель. Это морж, гигантский морж. А в гостях у пингвинчиков-то очень холодно. Рекомендуем брать с собой теплую одежду. Но мы знали об этом. Мы не брали, потому что не хотим таскаться с ней. Минус 5 градусов здесь. Минус 5. Получается, сделано так, как будто бы мы находимся на полярной станции. Там наверху небо, и сделано как в живой природе. Потом все это гаснет, и наступает ночь. Вот мы, где были, где эти морские львы, там уже наступила ночь. Самое главное, это, ребята, в каждой тематической зоне есть магазинчики с игрушками. Пожалуйста, такие вот маленькие пингвинчики можно приобрести. А это же знаменитые королевские... Ой, осторожно, падает. Стой. И, конечно же, морские котики. В каждой зоне разные игрушки и сувениры. О, вот это у нас морж вид снизу. Видите, у нее наверху ночь уже наступила, как я и говорил. Мы провели в этом парке, ребяточки, 4 часа. В целом можно вообще на весь день сюда приехать. Очень понравилось. Безумная красота, современные технологии. И особенно понравилось, как каждая зона выполнена. Все, мы уже выходим сквозь старинные корабли прямо к выходу. И на этом наш парк заканчивается. Обязательно приезжайте, бомба. Я бы хотела такую черепаху. Смотрите, как круто. Ребят, это просто произведение искусства. И, конечно же, аттракцион Манта. Единственное, что, ребят, мы на нем прокатились, снимать там нельзя. Он изнутри стартует, вылетаешь на улицу, так мчишься и обратно залетаешь. Офигенный аттракцион, тоже обязательно прокатиться. 6 утра. И это неспроста, потому что мы с вами сейчас отправляемся на рыбалку. Собственно, вот наша лодка, наш корабль на ближайшее утро. Как минимум на 4 часа. Итак, мы сейчас совместно с капитаном, считай капитан, поставили удочки, 4 штуки, троллинговая рыбалка. Значит, удочки стоят на разную длину, получается, и на разную глубину, с разной блесной. Рыба мимо пройти не должна. И ждем. Рыбаки из нас, конечно, такие сомнительные, но троллинговая рыбалка мне нравится больше. Удочки стоят, лодка идет, ты ждешь, пока клюнет. У меня уже все мышцы на руке на левое свело. Что, акулу поймали, что ли? Просто рука вообще хлам. Так, друзья, первая рыба. Пожалуйста, прошу любить и жаловать, барракуда. Смотрите, какие зубы. Килограмм 6, наверное, весит точно. Эта рыба называется Султан Ибрагим. Похож? Вот такая маленькая, но мне кажется, будем отпускать ее по-любому. Капитан уже чистит рыбку. Будем готовить ее прямо здесь, на палубе
лодке. Можно также было покушать эту рыбу, когда мы прибыли бы обратно. Там в ресторанах, прямо на берегу ресторана есть. Все рыбу приносите, и вам ее готовят. Но мы решили прямо на лодке покушать. Можно, конечно, было сделать стейк, но раз такая возможность, естественно, мы решили покушать филе. Получаются вот такие вот серебряные слитки, внутри которых находится филе рыбы. И сейчас все это отправится на гриль. Пока готовят обед, у меня уже следующая рыба. Еще одна. Опять Султан Ибрагим. Уже 4-я или 5-я такая рыбка. Я только закинула, и уже опять рыба. Вот это вообще тяжеленькая прям. Я вытащила сом. Мой трофей сегодня на рыбалке. Уже 2-й такой. Открываю. Опа! Сочный кусок мяса без костей. А на десертную часть выпуска мы оставили знаменитый дубайский шоколад. У меня 2 оригинальные плитки фикс, темный и молочный шоколад и 2 аналога. Начинаем с фикс оригинальная, молочный шоколад. Раскрываем и смотрим, как все упаковано. Опа! Смотри, какой, да? Такой узор необычный. Очень толстый шоколад. Да, я думаю, что я просто, вот знаете, я отломаю. При вас? Вот она пошла, смотри. Вот то, что я видел у ребят, которые говорили, что это очень вкусный шоколад. То есть там внутри кунифе, ребята, такая зеленая смесь, и все это залито шоколадом сверху. Пробуем. Чтобы описать, наверное, достаточно сказать, похоже на шоколад Ritter Sport, обожаю Ritter Sport, а внутри мягкая халва. Но сочетание необычное, действительно вкусно. Очень вкусно, оригинально. Big Daddy. У нас остался кусочек, я извиняюсь, уже съел вчера. Но сейчас на фоне оригинала, давайте попробуем его. Ну, уже гораздо тоньше слой. А по вкусу, ну, как будто то же самое. Как будто то же самое, но просто тонкий шоколад. Особой разницы не почувствовал. Ну и кунафа. Элегантно достаем. Так. Вот так все упаковано, посмотрите, целлофанчик, и здесь нужно его вот таким образом, получается, аккуратненько открыть, и отсюда вываливается плитка, заметьте, очень толстая, сочная, мощная. Что это такое? Это чтобы моя попа слиплась? Так, о, так не получится, смотри. И там вот эта жижа, смотри, вот она, вот это вот кунифе, жижа. О, видно это там, сочно? Смотри, я прям так оторву. Вот это фигня. Очень странно как-то. Вот эта зеленая жижа здесь не очень вкусная. Вот там она классно сочетается, здесь как будто что-то другое. Жду ваших комментариев, как вам дубайский шоколад, если пробовали, а если не пробовали, что вы вообще об этом думаете. И вот, прощаясь с этим удивительным городом, мы понимаем, что немножко вам наврали, потому что за 3 дня здесь мало что успеешь посмотреть, и в этот город нужно прилетать минимум на неделю. Дубай – это не просто место на карте, а целый мир возможностей, где каждый уголок наполнен магией, инновациями и атмосферой бесконечных приключений. Ждем вас в нашем Telegram, где все выходит в реальном времени, и будем очень рады вашей подписке на наш YouTube-канал. За лайки и комментарии под видео отдельная благодарность. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока, увидимся!